На окраине одного небольшого городка, где шумные улицы постепенно сменялись тихими дворами, лесными тропами и просторными полями, жил молодой парень по имени Эрин. Его дом стоял немного в стороне от остальных построек, почти на границе с дикой природой. За его участком начиналась территория, где часто появлялись разные животные – птицы, белки, иногда лисы и другие лесные обитатели. Эрин всегда относился к ним с уважением. Он не пытался приручить диких животных и никогда не вмешивался в их жизнь без причины. Но однажды возле его дома появился необычный гость, который полностью изменил его привычный распорядок. Это был енот. Сначала Эрин заметил его ранним утром. Маленький зверек медленно двигался по траве возле дома, словно осторожно исследовал незнакомое место. Он выглядел уставшим и очень осторожным. Но больше всего внимание привлекало то, что енот почти не реагировал на происходящее вокруг. Когда Эрин подошел ближе, он понял причину. Енот был слепым. Его глаза имели необычный ярко-зеленый оттенок, но они уже не могли видеть окружающий мир. Зверек ориентировался только благодаря слуху, запахам и памяти. Его глаза всегда были ярко-зелеными. Он был слепым и очень боялся высокой травы, снега, ветра и птиц, позже рассказывал Эрин. Для дикого животного такая проблема могла стать настоящим приговором. В природе зрение играет огромную роль. Оно помогает находить пищу, избегать опасности и быстро реагировать на угрозы. Для слепого енота каждый день был борьбой за выживание. Но каким-то образом он продолжал держаться. В тот день Эрин решил оставить ему немного еды. Он не ожидал, что этот простой поступок станет началом удивительной дружбы, которая продлится долгие годы. На следующее утро енот снова пришел. Он появился примерно в то же время, между 6 и 9 часами утра. Он осторожно подошел к дому и остановился там, где накануне получил помощь. Эрин понял, зверек запомнил это место. С этого момента утренний визит енота стал привычным событием. Каждый день парень выходил к нему и приносил еду. Иногда после завтрака енот уходил обратно в лес, но иногда возвращался еще раз днем или вечером. Постепенно между ними появилось настоящее доверие. Енот больше не боялся Эрина. Он узнавал его шаги, голос и запах. Он понимал, что рядом с этим человеком ему ничего не угрожает. Проходили месяцы, потом годы. Несмотря на слепоту, енот продолжал приходить. Эрин видел, насколько тяжело ему было иногда передвигаться. Особенно сложно было зимой, когда снег скрывал привычные ориентиры, а сильный ветер мешал находить дорогу. Но каждый раз он снова появлялся возле дома. Казалось, маленький зверек не просто приходил за едой. Он приходил к другу. Так прошло почти 5 лет. За это время Эрин уже не представлял свою жизнь без этого необычного посетителя. Он привык видеть его возле дома каждое утро и всегда радовался, когда слышал знакомые звуки рядом с участком. Но однажды произошло событие, которое превратило эту историю в нечто совершенно невероятное. В одно обычное утро слепой енот появился возле дома не один. За ним следовали 2 маленьких черных котенка. Они шли рядом с ним настолько уверенно, будто сопровождали его специально. Казалось, эти крошечные животные были настоящими охранниками своего необычного друга. Эрин был поражен. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Слепой енот, который сам нуждался в помощи, теперь шел вместе с 2 малышами, которые, кажется, заботились о нем. Парень накормил всех 3. Котята быстро поняли, что это место безопасное. Они больше не боялись подходить к дому и вскоре начали приходить вместе с енотом каждый день. Так между ними появилась удивительная связь. Котята помогали еноту ориентироваться. Они двигались рядом, словно показывали ему дорогу и предупреждали об опасности. А енот, в свою очередь, приводил их к человеку, который всегда встречал их добротой и едой. Это был настоящий обмен заботой. Каждый из них давал другому то, чего ему не хватало. Слепому еноту были нужны глаза и поддержка.
Маленьким котятам нужны были защита и место, где они могли чувствовать себя в безопасности. И они нашли друг друга. Эрин наблюдал за ними и не мог поверить, насколько крепкой стала их дружба. Разные виды животных, которые в обычной ситуации никогда бы не стали семьей, теперь каждый день приходили вместе. Они ели рядом, отдыхали рядом, уходили в лес вместе и каждый день возвращались обратно. Но спустя несколько месяцев произошло то, чего Эрин больше всего боялся. Однажды утром енот не пришел. Парень ждал его, как обычно. Он вышел к дому, приготовил еду и внимательно смотрел в сторону леса. Но знакомого силуэта не было. Прошел день, потом еще один. Эрин понял, что его старого друга больше нет. Слепой енот прожил почти 6 лет. Для дикого енота это был удивительно большой возраст. В природе многие представители этого вида живут примерно около 3 лет из-за болезней, голода и опасностей. Возможно, без помощи Эрина его жизнь была бы намного короче. Все эти годы парень давал ему не просто еду, он подарил ему шанс. Но потеря енота стала тяжелой не только для Эрина. 2 черных котенка тоже словно изменились. Они потеряли того, кто был рядом с ними с самого раннего возраста. Эрин понимал, эти малыши всю свою жизнь прожили вместе с енотом. Им было около 6 месяцев. Они никогда не знали другой семьи. Возможно, именно этот слепой енот заменил им мать. Он защищал их, вел за собой и показывал, что рядом всегда может быть кто-то, кому можно доверять. Тогда Эрин решил, что больше не позволит им остаться одним. Он захотел забрать котят домой, но сделать это оказалось непросто. Котята были дикими и боялись людей. Они не сразу понимали, что человек рядом больше не представляет опасности. Потребовались недели терпения. Эрин медленно завоевывал их доверие. Он приносил еду, спокойно сидел рядом и давал им привыкнуть к новому окружению. Были моменты, когда котята убегали. Были моменты, когда они защищались и оставляли на руках Эрина несколько болезненных царапин. Но парень не сдавался. Он знал, что эти маленькие создания уже пережили потерю. Им нужен был кто-то, кто снова подарит им чувство безопасности. И постепенно произошло настоящее чудо. Котята начали подходить ближе. Они перестали прятаться. Они позволили себя гладить, а потом впервые спокойно уснули в новом доме. Теперь у них была семья. Но самым удивительным стало то, что их новая жизнь началась не только благодаря Эрина. Старая кошка, которая уже жила в его доме, тоже приняла малышей. Она словно почувствовала, что им нужна забота, и стала для них новым защитником. Сейчас эти 2 черных котенка живут счастливой жизнью. Они постоянно находятся рядом друг с другом, играют вместе, отдыхают вместе и делают практически все вместе. Их связь осталась такой же крепкой, какой она была во времена дружбы со слепым енотом. Эрин уверен, тот маленький зверек навсегда оставил след в их жизни. Когда-то он сам пришел к человеку, который просто хотел помочь ему выжить. А спустя годы этот же енот привел к Эрину 2 котят, которым тоже была нужна помощь. Иногда самые необычные дружбы появляются там, где их никто не ожидает. Слепой енот и 2 маленьких котенка доказали, что забота не зависит от вида, размера или того, насколько разные существа друг от друга. Им просто нужен кто-то рядом, кто-то, кто поможет, кто-то, кто не пройдет мимо. Сегодня котята больше не знают страха и одиночества. У них есть теплый дом, есть любящий человек, есть друг рядом. А началось все с одного слепого енота, который однажды утром пришел к двери Эрина в поисках помощи.